Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, я сегодня хочу вам подарить уникальный ритуал, но этот ритуал для женщин. Защита женщин. Ритуал на арабском языке. Он составлен мной, но на проверку отдано человеку, знающему арабский язык. Это язык восточных бедуинов, потому что арабский язык тоже делится на несколько наречий. Перед вами богиня Луны. Богиня Луны здесь западного воплощения, скажем так, однако она соответствует арабской богине Аллат. Хочу вам сказать, что доисламский период и ранний исламский период существовало не единобожие, а многобожие. После, под натиском своих соратников и приближенных, пророк Мухаммад сделал ислам единобожным. Однако поклонение лунной богине и ее культ был настолько распространен по Месопотамии, по Аравийской пустыне, что в итоге полумесяц стал символом ислама. Хотя изначально полумесяц был запрещен. Вообще любой знак был запрещен. Но позже все же полумесяц стал символом ислама. И полумесяц имеет особую историю. Полумесяц был на голове лунной богини Аллат. Изначально, скажем так, ранний исламский период, их называли три дочери Аллаха. Это Аллат, Маннат и Аль-Узу. Три богини. Аллат – богиня лунная, богиня таинства, богиня подземелья. Маалат или Маннат – богиня рока, судьбы. Ну, тяжелой судьбы, наказания, я бы сказала. Богиня правосудия, мести. И Аль-Узу – богиня воин, воин-защитница. Три сестры. Они считались дочерьми бога Аллаха, то есть изначально древнеарабского божества. Но после культ двух богинь куда-то исчез, и остается культ Аллат, который называют супругой Аллаха. Но ранний исламский период, просуществовав некоторое время, этот культ был сметен, убран, и религия стала монотеистической, то есть единобожной. Однако, что бы ни говорили, это имеет место быть. Мы знаем, что любая религия, она собирательный образ различных культур, различных религий, различных верований, традиций и обычаев. Культ Аллат настолько силен, что до сих пор есть ее поклонники. До сих пор легенда о ней существует, и просьбы к ней звучат и по сей день. Для того, чтобы она услышала, нужно было найти отполированный просто до такого сверкания либо камень, либо кристалл. Ну, позже появились зеркала, потому что изначально зеркал не было, естественно. И тем более люди пустыни не могли себе такое позволить, такую диковинку. Но позже, намного позже, зеркала появились, и уже зеркала стали участвовать в этих ритуалах. В магрибской магии культ Аллат очень силен. Использование зеркал, использование свечей, призывы к богине Аллат, которую называют Иллаха, то есть богиня, божество. Считается, что Аллат, она помимо своих других функций еще и богиня-защитница женщин. И она появлялась иногда на льве. Позже перевоплощение образа на льве стали использовать для богини Аль-Узу. Но очень напоминает индуистскую богиню Дургу, которая тоже являлась то ли на льве, то ли на тигре, и она тоже есть защитница женщин. Некоторые говорят, что она соответствует культу, собственно говоря, Дурги. Греки
после завоевания Александра Македонского ее культ вывели на пьедестал греческих богов, и в греческой теологии ее сравнивают с богиней Минервой. Минерва, она есть покровительница искусств, знаний и прочее, прочее. Итак, что нужно для того, чтобы призвать богиню Аллат? Вам лунная богиня ни к чему, и статуи ее тоже, потому что такие культовые статуи используют практики. Но вам пригодятся белые свечи, черный алтарь, 2 разных благовония, то есть 2 аромата, и зеркало. Зеркало, которое будет лежать на алтаре. После того, как вы совершили этот ритуал, все это остается до утра, а утром это все убираете. Ничего никуда относить не нужно. Единственное, что можете сделать, когда у вас дело решится, можете отнести под дерево сладости и красную розу. Положить и уйти. При каких обстоятельствах можно применять данный ритуал? Преследование бывшего мужа, мужчины, который никак не хочет от вас отстать. Преследование людей, может быть, угрозы, может быть, страх за свою жизнь, за жизнь своих детей, может быть, притеснение. Одним словом, это богиня, защитница женщин, и к ней в основном обращаются женщины за помощью. Поэтому мужчинам прошу не писать внизу, можно ли к мужчинам применять. Если я объясняю, что это именно для женщин или для мужчин, я думаю, что вторично спрашивать это уже есть, знаете, лишняя трата моего времени. Читать мы будем на арабском, я прочитаю по слогам, чтобы вы могли понять смысл. Слова вам знать не обязательно, но слова – это обращенные слова для просьбы и защиты себя. Поэтому здесь, собственно говоря, особо, скажем так, нет смысла вам вникать туда. Зеркало можно использовать в других ритуалах. Зеркало можно любое взять в доме, круглое зеркало, но не двухстороннее. Зеркало должно быть одностороннее, потому что это вся энергия, она должна уйти туда и там закрыться. Итак, после Яна, как всегда, набирает текст. У кого нету терпения, можете остановить, записать сами. И любые, скажем так, написанные посты насчет того, когда будет текст, а где текст и так далее, будут заноситься в черный список, потому что мне это хамство и невоспитанность уже поперек горла. Начнем. О Иллахат, Азим Аллат, Мелика Эль Хаммару, Эль Минамин Эль Адей, Эхтахум, Бесейфи, Явалду Тахт Эль-Арт, Тахт Эль-Хаджар Эль-Асвади. О Иллахат Аллат, Эхмина О Азим Эль-Хамару, Истардар. О Иллахат Азим Аллат, Мелика Эль-Хамару, Эль-Мина Мин Эль-Адей, Эктахум, Бесейфи, Явалду Тахт Эль-Арт, Тахт Эль-Хаджар Эль-Асвади. О Иллахат Аллат, Эхмина О Азамн Эль-Хамару, Истахдар. Читать нужно столько, сколько вам лет, забыла сказать. О Иллахат Азим Аллат, Мелика Эль-Хамару, Эхмина Мин Эль-Адей, Эктахум, Бесейфи, Явалду Тахт Эль-Арт, Тахт Эль-Хаджар Эль-Асвади. О Иллахат Аллат, Эхмина О Азим Эль-Хамару, Истахдар. И еще раз. О Иллахат Азим Аллат, Мелика Эль-Хамару,
эхмина мин эль ади. Ахтахум басейфи явалду тахт эль арт, тахт эль хаджар, эль эсвади. О иллахат аллат, эхмина, о азимн, эль хамару. Истахдар. Читать столько раз, сколько вам лет. После чего оставляйте истлеть благовоние, свечи гасите гасителем или пальцем, смотря как вам удобно, не дуть. Зеркало оставляйте до утра, потом убирайте. После того, как ваши притеснители отстали от вас, а они отстанут, и очень скоро отстанут, и очень жестоко отстанут, то есть жестоко для себя будут наказаны, уносите сладости, например, разворачивайте конфеты, можно сладкие блины, относите под дерево и розу. Можете своими словами поблагодарить богиню и уйти. И в нужное время снова к ней обращаться. Это очень древние силы, начиная с шумерской цивилизации, шумеро-аккадской цивилизации, заканчивая арабской цивилизацией, до исламской, ранее исламской. Поэтому это божество имеет ту силу, которая может вам помочь. Только нужно обращаться и делать все правильно. Всем удачи!